что эти все цепочка переворотов в арабском мире, она происходит в соответствии с разработанной стратегией Соединенных Штатов по изменению имиджа своего в исламском арабском мире после вторжения в Афганистан, свержения Ирака, оккупации Ирака, после 11 сентября, наконец, когда американское общество было шокировано, и когда основные идеологи Соединенных Штатов Америки, которые идеологи неоконсерватизма, которые практически руководили в те годы американским государством, они определяли внешнеполитическую платформу Джорджа W. Буша, Кондолизы Райс. Это были не американские неоконсерваторы в лице Дика Чейни, там, Чарльза Крутхаммера, о котором красочно и подробно рассказал нам известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в его известной статье в журнале National Interest, которая называется «The Neoconservative Moment». Так вот, когда началось переформатирование этой имиджевой работы в отношении Соединенных Штатов Америки, они разработали точку зрения, что надо уходить от прямой конфронтации. Нас толкают на конфронтацию с исламским миром, в том числе на Кавказе, а одновременно ведут работу по изменению подходов. И вырабатывается концепция сбросить весь груз, обузу с внешней политики Соединенных Штатов в исламском арабском мире, которая мешает Америке получить на свою сторону поддержку широких народных масс. Им нужна любовь, а не вражда. И они это делают, заставляя нас воевать. Получается такая картина, что, изменив вот этот макияж, не меняя сути своей политики, американцы поставили под сброс всех своих союзников, надежных союзников в арабском мире. Вот сейчас многие наши политики, политологи задают вопрос, как это так? Американцы не могли планировать никаких плохих шагов против Хосни Мубарака, это был их надежный союзник в Египте, и вдруг избавиться от него, это противоестественно, это произошло вопреки воле американцев. Я слышал это из самых высокопоставленных политических и информационных кругов у нас в Москве, эту точку зрения. Что события в Египте застали врасплох американцев, якобы. Но когда читаешь телеграммы посла, видишь, что Хосни Мубарак с ума сходил от того, что делали американцы в Египте, вступая и поощряя в контакты с оппозиционными братьями-мусульманами и поощряя их на активные действия. Но американцы шли на это. И в конечном итоге они поставили под нож всех своих союзников, потому что они были действительно коррумпированы. Возьмите того же Бен Али в Тунисе. То, что вытекает из Wikileaks, когда жена президента Туниса, ее племянники захватывают яхту, случайно зашедшую в тунисский порт морской, перекрашивают ее в другой цвет, была ваша яхта, теперь стала наша. И никто не может ничего сделать. Потому что уровень презрения к государству, к законам внутри этой семейки был таков, и это американский посол докладывает в Госдепартамент еще задолго до всех этих тунисских событий. Бен Али был обречен американцами на уничтожение не потому, что там кто-то сгорел, самосожжение, потому что он был обречен на уничтожение, потому что это уже был балласт, который вызывал гнев и недовольство народа. Американцы пустили его под нож. Так же, как Хосни Мубарака, так же, как Али Саляха Мухаммеда, Али Салях йеменский, Али Абдалла Салях. Поэтому такой же участи сейчас и в такой же состоянии находится саудовский режим. Катарский режим. Вот у меня, так сказать, пятилетней давности, прошлогодняя запись, извиняюсь, как катарского эмира случайно
забыли выключить микрофон в апреле прошлого года, когда он вел переговоры в Вашингтоне с Обамой, забыли выключить микрофон, и как Обама потом комментировал, кто такой катарский эмир. В закавыченном виде. Американская пресса расшифровала. Никакого респекта к своим слугам Обама не испытывает. И катарский эмир охарактеризован здесь абсолютно четко. Богатый гай, который имеет джазиру, который имеет кучу денег, поэтому пока он нам верно служит, мы его будем терпеть. Слова Барака Обамы из-за кулис, когда он забыл выключить микрофон после встречи с эмиром Катара. Американская печать все это опубликовала. Говорить о том, что здесь есть раздел между Катаром, Саудовской Аравией, там, с другой стороны там, Иран, Сирия и так далее. Нет этого. И в Саудовской Аравии это все прекрасно понимают. Игра идет кто сильнее. Силу уважают. Поэтому американцы эту работу провели ее работу классно, и, будучи в Вашингтоне, я просто откровенно сказал американским, что, ребята, вы получили 5 с плюсом за ту работу по разлому, но у вас один большой, огромный минус. Разломав арабское сообщество, вы забыли про ту конструкцию, которая появляется после вашего изнурительной работы на обломках этих структур. Исламские фундаменталисты, если вы считаете, что это альтернатива нынешним режимам на Арабском Востоке, вы ее получите, если будете продолжать настойчиво следовать этому курсу. Но тогда первый удар получите вы, так же, как вы получили 11 сентября после того, как вы, так сказать, начали свергать нам в Афганистане, в Ираке и везде. Поэтому я делаю этот небольшой экскурс в общие подходы к ситуации в арабском мире, прежде чем затронуть Ливан. Почему? Потому что Ливан это я всегда рассматривал как сгусток всех нервов арабского мира, политических, информационных, финансовых. Я дружил очень долгие годы с таким известным в прошлом ливанским маронитским лидером национального блока, как Раймон Эдда. Мы с ним каждую недельку пили чай, у него недалеко от Хамры офис был. И много беседовали, я был молодым, а он уже был в те годы лет на 20 старше меня, поэтому, как говорится, были неравны. Но я был первый секретарь посольства, культурный атташе посольства, и, так сказать, он принимал меня как уже официального представителя Советского Союза. Он один из людей, которые создавали финансовую систему, ныне действующую в Ливане, банковскую систему. Ливан имел особый статус и до войны гражданской 1975 года, и сейчас до сих пор сохранил этот статус как центр финансовой банковской деятельности Ближнего Востока. Это была альтернатива и остается альтернативой швейцарским банкам, лондонским банковской системе и Нью-Йорку. До сегодняшнего дня, если мне, так сказать, только в последнее время где-то, я не знаю, Ливан – единственная страна в мире, которая сохраняла секреты банковских вкладов от Интерпола. Все остальные страны, включая Швейцарию, уже подчинились диктату американцев и сливают всю информацию американцам. Ливан это был и остается центром. Вы найдете массу там российских банков сегодня, у которых банковской деятельности ноль, а присутствие там есть. Если проедете по улицам Бейрута, вы увидите вывески наших родных российских банков. Поэтому Ливан был всегда центром информационный. Если кто-то хотел знать, что происходит в арабском мире, ему надо было читать внимательно ливанские газеты. Когда были, еще не было интернета. Это сгусток финансово-экономической, информационной мысли. И, наконец, это было единственное в арабском мире, на Ближнем Востоке, не только демократическое государство, где действительно были выборы. То, что сегодня победили как раз силы, которые представляют больше сторонников Сирии в Ливане, это результат той самой демократической процедуры, которая исторически сложилась в Ливане. Это то, что не нравится сегодня американцам. Как же Хизбалла получила места в парламенте,
Как же Хезболла сейчас имеет влияние на ливанское правительство? Но это демократический процесс. Если вы хотите диктаторские режимы, меняйте строй в Ливане. Пытаются это сделать. В ноябре месяце прошлого года я посетил Ливан, встречался с моими друзьями, много друзей. И мне рассказывают, что некие известнейшие фигуры политического Олимпа Ливанской Республики посетили Ливию, получили $500 миллионов помощи. За счет чего? Не за счет американской помощи, это за счет ливийских авуаров. Разграбленное ливийское государство стало источником финансирования различного рода оппозиционных группировок в Сирии. Условие было одно – занимать антисирийскую позицию. Человек, получивший $500 миллиарда, с ним разговаривать бесполезно. Здесь, когда мы сталкиваемся с ситуацией в Ливане, подключаются мощнейшие рычаги воздействия. Если сегодня мы видим в Сирии по существу открытую границу на севере с Турцией, границы не существует. Вооруженные группировки с задачей проведения терактов, сбивать авиацию боевую в Сирии, на сирийской территории, проникают туда с территории Турции. Возникает вопрос, где устав Организации Объединенных Наций, куда смотрит Совет Безопасности ООН, который говорит, Совет НАТО принимает решение, поддерживающее Турцию, члена НАТО, против агрессии. Я повторяю, агрессия, слово агрессия несет в себе глубокий смысл. Юридически ответственное слово. И если Совет НАТО принимает резолюцию, где сказано, что Сирия совершила акт агрессии против Турции, и вы извините меня, но в этом случае, если фиксирует международная организация, такая как НАТО, серьезно, фиксирует акт агрессии, должна быть незамедлительная реакция. Агрессия должна быть подавлена немедленно. А если это не акт агрессии, тогда не надо это слово употреблять в серьезных документах. Слово было употреблено. Почему? Потому что американцы сейчас, столкнувшись с жестким сопротивлением, я считаю, сирийского народа, сирийской армии, потеряли темпы проведения преобразования в арабском мире. И все их планы, нацеленные на переформатирование всего арабского исламского мира, они столкнулись именно на сирийском оселке. Они столкнулись. Сирия оказала такое сопротивление, которое не было просчитано никакими американскими аналитиками. И это сейчас по существу, на мой взгляд, сопротивление Сирии сорвало глобальные американские планы.